Привет всем, кто любит отдыхать на море. Мой друг Сережа поехал с родителями в Египет и прислал мне сообщение. Посмотрел твои последние выпуски и, честно говоря, я вообще не понял, что там в Египте еврейскому народу не нравилось. Зачем им нужно было тащиться в пустыню, где ни еды, ни воды? Здесь так круто, тепло, весело, море улет. Я вообще сомневаюсь, что они здесь были. Иначе они бы не захотели отсюда уходить. Сережа, как всегда, в ударе. Ну что, давайте попробуем разобраться. Фил, есть ли какие-то доказательства проживания евреев в Египте? Многие считают, что исход был во времена Рамзеса, поэтому и сомневаются в библейских событиях, так как нет достаточно доказательств того, что евреи жили на территории Египта в это время. Рассмотрим, например, город Рамзес, город фараона Рамзеса II. Сейчас эта местность называется Тель-эд-Даба. Во время раскопок сначала не было обнаружено никаких подтверждений проживания евреев на этой территории. Но потом, когда археологи начали копать глубже, они обнаружили следы еще более древнего города – Аварис. Но почему в Библии это место называется городом Рамсеса? Для того, чтобы отметить место, где евреи строили город, а не время, когда это случилось. Это название было добавлено позже для того, чтобы люди сразу понимали, о каком месте идет речь. И что там нашли археологи? В Аварисе были найдены доказательства того, что в этом месте на протяжении нескольких сотен лет проживали евреи. Были обнаружены предметы быта, оружия и керамики, типичные для этого народа. Также были найдены останки большого количества овец, что свидетельствует об овцеводстве. Точно, они же были пастухами. Археологи заметили, что евреи сначала процветали, но в какой-то момент все изменилось. Они стали беднее, зарабатывали очень тяжелым трудом и рано умирали. Это соответствует тому, что написано в Библии. Во времена Иосифа еврейский народ в Египте жил очень хорошо, но когда сменился фараон, их жизнь тоже изменилась. В конце концов, они стали рабами. Верно. Подтверждение этому мы находим в Бруклинском папирусе, обнаруженном в Египте. Что это? Папирусный манускрипт 17 века до нашей эры, то есть за столетие или два до исхода. По сути, это указ фараона, разрешающий передачу рабов, большинство из которых носили еврейские имена. В Библии написано, что их заставляли делать кирпичи из глины и соломы. Да, и подтверждение этому найдены в гробнице Рекмире, который был наместником при Тутмосе III и Аменхотепе II. На фреске времен исхода в 1450 году до нашей эры изображены рабы, делающие кирпичи из глины и соломы. Вот это да! Но это еще не все. Другой текст, известный как «Кожаный свиток Лувра», содержит требование изготовить определенное количество кирпичей даже при нехватке материалов. Иначе рабы будут наказаны. В Библии написано, что они не только тяжело работали, фараон также хотел контролировать численность этого народа, так как боялся бунта. Он издал указ убивать новорожденных еврейских младенцев мужского пола. Эта же участь должна была постигнуть и Моисея. Верно, и этому есть археологические доказательства. В то время обычный уровень смертности детей в возрасте до 1,5 лет составлял 20-30% от общего числа захоронений. Однако в Аварисе в определенный исторический период эта доля составляла около 65%. Также там было захоронено большее, чем обычно, количество женщин, что позволяет предположить, что они были убиты, защищая своих детей. Это было просто ужасное время. Неудивительно, что во всех этих тяжелых обстоятельствах еврейский народ молил Бога о помощи. И Бог услышал их молитвы и послал к ним Моисея. Интересно, а есть ли какие-то доказательства египетских казней? Раскопки в этом месте выявили неглубокие могильные ямы, в которых было захоронено большое количество мужчин,
разных возрастов, умерших одновременно и по невыясненным причинам. Это же как в 10-й казни, когда погибло большое количество первенцев мужского пола. Верно. После этих событий еврейское население резко оставляет Аварис, они выходят целыми семьями вместе со своим скотом и имуществом. Город остается почти пустым и надолго погружается в кризис. Друг, еврейский народ был в Египте не для отдыха на пляже и купания в море. Они были бесправными рабами. Но Бог вывел свой народ из рабства, и этому есть археологические доказательства.